Великая Сумеру! Весь мир сотрясен сквозь века и тысячи душ! Серия нереально крутая, полна экшена и битв. Тан Сан показал себя совершенно с другой стороны. Он смог на равных сражаться с Тянь Ринсюэ, и не только отбивал ее атаки, но и сам нападал. А кульминацией стало его скрытое оружие, когда он использовал слезу Гуанинь и пронзил сердце богини. В целом, настолько сильного Тан Сана мы еще не видели. Он правда с битвы у перевала Цзялин достиг совершенно другого, пугающего уровня, а его молот вне конкуренции. Он нереально крут, он уже не был красным как раньше, а стал ярко-золотым. Сильнейший дух в мире против божества, и Тан Сан нисколько не уступал. Его великий молот Сумеру кажется даже сильнее, чем у Танхао. По крайней мере, богиня Тянь Ринсюэ была в шоке от такой силы. Тан Сан явно находился в полушаге от божественной силы. Вот теперь взрыв колец на молоте чистого неба похож, как был у Танхао. А хаотичный покров ударов молота достиг 81 ступени. Это также помогло выстоять против Тянь Ринсюэ. Но больше всего, конечно же, поражает несравненное скрытое оружие, что пробило божественную защиту богини ангелов. Это вершина мастерства секты Тан. В этом мире Тан Сан впервые использует технику скрытого оружия номер 1, что даже было не подвластно главе секты Тан в прежнем мире. Богиня 100-го ранга могла быть ранена простым человеком. Тан Сан действительно совершил то, что в принципе было невозможно. Тан Сан по праву победил в пари, и Тянь Ринсюэ его отпустила. В предыдущем видео мы подробно говорили о том, как Тан Сан заберет трезубец и 3 дня будет бежать в сторону океана. Обязательно посмотрите это видео, иначе будет пробел в хронологии событий. Итак, согласно условиям пари, через 3 дня Тянь Ринсюэ догнала Тан Сана. Он, конечно же, к этому времени хорошо восстановился. По его оценке, он вернул около 80% своих сил. Собственная способность к исцелению, плюс кость правой ноги Сине-Серебряного Императора, плюс несколько сосисок Оскара сделали свою работу. Тан Сан даже обнаружил, что его духовная сила сделала еще один скачок. Всем его разбитым кольцам потребовалось 3 дня, чтобы восстановиться. Эти же 3 дня он мчался изо всех сил подальше от Тянь Ринсюэ. Это несомненно повлияет на то, насколько быстро его найдет богиня ангелов. Побочные эффекты от взрыва колец также проявились. В первую очередь была слабость. Также скорость восстановления его сил составляла всего 1/5 от нормальной, и постоянное чувство слабости сводило его с ума. Можно сказать, что в этой битве с Тянь Ринсюэ Тан Сан исчерпал свою изобретательность. Он никогда еще не был так измотан, как сейчас. Без многочисленных духовных колец все атрибуты его тела также существенно ослабли, но он был невероятно спокоен. Как человек 2 миров, его общий возраст уже достиг около 50 лет, и его понимание было намного больше, чем у большинства людей. Когда учитель взял Тан Сана в ученики, первое, чему он научил его, было слово «спокойствие». Как духовный мастер типа контроля, если он не сможет сохранить спокойное сердце, то никак не добьется успеха. Поэтому, чем сильнее кризис, тем спокойнее был Тан Сан. Крушение гор и обрушение неба не могли заставить его изменить выражение лица, поэтому он действительно мог творить чудеса. Тан Сан направился к морю, потому что прекрасно понимал, что в море он будет иметь преимущество, как наследник морского бога. Также монстры Шрека ожидали его на берегу, чтобы всем вместе отправиться к острову морского бога. Очень жаль, но Тан Сан не успел. Когда он был в одном шаге от океана, он почувствовал божественное присутствие. Тан Сан повернул голову, чтобы оглянуться, не замедляя полета. Его сердце мгновенно упало в груди. Очень маленькое золотое пятнышко света быстро приближалось. Тан Сан вздохнул. Произошло то, чего он боялся больше всего. Он понял, Тянь Ринсюэ оставила на нем метку. Иначе даже будучи богом, как она могла так легко догадаться, в каком направлении он движется? Тан Сан чувствовал, что Тянь Ринсюэ сейчас была полна решимости полностью уничтожить его. Стиснув зубы, он резко полетел к земле. Трезубец морского бога вспыхнул светом. Буквально за несколько вдохов Тянь Ринсюэ уже парила над Тан Саном. Теперь вместо роскошного платья на ней было ангельское одеяние, сформированное из 6 эволюционировавших духовных костей. Священная ангельская броня. Тянь Ринсюэ, не колеблясь, использовала божественный меч, намереваясь моментально убить Тан Сана. Как же он спасется в этот раз? Согласно анонсу, он нашел довольно интересное решение. Он буквально скрылся под землей. Все духовные кольца Тан Сана на молоте уже полностью восстановились, поэтому он мог использовать любые навыки. Одновременно используя трезубец и навык первого кольца на молоте, Тан Сан тихо вошел в землю. Его тело исчезло с поверхности как раз в тот момент, когда священный ангельский меч ударил со всей силой. Но когда он упал на землю, не было слышно ни звука, только огромная дыра все еще зияла в земле. Тан Сан придумал очень хитрый план, а именно под землей двигаться в сторону океана. Кольцо от обезьяны Титана имело 2 навыка.
молот Титана и сила Земли. С помощью этих двух способностей он мог легко контролировать Землю и очень быстро передвигаться глубоко под землей. Не стоит говорить, насколько была удивлена Тянь Ринсюэ. Этого Тансана вообще можно как-то поймать? Он в это время чувствовал, что богиня тоже движется за ним, только на поверхности, прямо над ним, в воздухе. Тансан был готов к атакам Тянь Ринсюэ даже в земле, и в опасные моменты погружался на глубину более 500 метров. Там никакие атаки точно его не достанут. Тянь Ринсюэ стиснула зубы. Хорошо, Тансан, ты действительно слишком хитер. Но сможет ли он таким образом добраться до океана? Мы увидим это уже в следующей серии. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях ваши впечатления об этой крутой битве, особенно когда Тансан пронзил сердце богини Тянь Ринсюэ. Подписывайтесь на канал и всем пока.